Я приветствую вас, уважаемые друзья и гости моего канала. Меня зовут Арина. Я вам расскажу, какая сущность, какой характер и какое предназначение у людей, которые родились 6 и 30 числа любого месяца. Подпишитесь обязательно на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, пишите комментарии, мне очень приятно. Посмотрите внимательно сейчас на картинку. Какие мысли, какая ассоциация приходит к вам при виде этого сюжета? Конечно же, это говорит о том, что это люди коммуникабельные, что этим людям очень тяжело находиться в одиночестве. Этот человек нуждается в партнерстве, в коллективе, в компании, потому что наедине он задыхается. Этому человеку нужно понимать, с кем и куда он идет. Зачастую у этого человека много талантов, и он знает, как совершенствовать их без всяких усилий, сберегая энергию для продвижения своих любых идей. И даже у этих людей доходит до фанатизма, но чаще всего они действуют, конечно же, из лучших побуждений, как для себя, так и для партнера, так и для окружающих. Они могут жертвовать своим временем, они могут помогать финансово, они очень щедры, но только к тем людям, которых глубоко запустили себе сердцем. Правда и справедливость для этих людей превыше всего. И ясность мышления — это сильная сторона этих людей. Они видят вещи такими, какие они есть. И даже в трудном положении рассчитывают на честность и откровенность. И из-за этого иногда им больно, потому что на самом деле от окружения, от общества они, конечно же, получают, как и мы все, нечестные поступки и обидчивые слова. Зачастую у этих людей есть образец для подражания, но это еще не гарантия того, что у маленького ребенка будет образец подражания мама или папа. Это может быть сказочный герой, это может быть соседка, которая вкусно готовит, это может быть кто угодно, к чему этот человек, ну или ребенок хочет стремиться. И это стремление, это желание идти постоянно вперед у них может происходить из-за желания и стремления к власти. И они не скрывают даже этого. Пускай даже они довольствуются небольшой закулисной властью. Это маленький начальничек, это лидер в семье, который тоже идет как власть для мужа или для жены или для детей, пускай даже для животных. Любое проявление власти, они в этом чувствуют себя комфортно. Единственный у них недостаток или проблема даже, они не умеют или не научились, или не хотят учиться прощать как и себя, так и других. И в этом есть невозможность добиться чего-то долговечного. Нужно пересматривать это, может быть, это в проявлении нереализации относиться даже еще. И если вы находитесь на пути реализации, то у вас не должно ярко выраженно это проявляться. У этих людей проявляется чувство постоянства, потому что им очень важно быть в паре с партнером. Муж это или жена, или партнер по бизнесу. Если у вас завязались отношения, то этот узел может туго держать ваши отношения на протяжении всей жизни, на протяжении долгого времени, потому что эти люди могут терпеть многое. И я вам, конечно, рекомендую над этими людьми не издеваться, потому что они терпят долго, но в одночасье, если наступает какая-то последняя точка, это, конечно, прекращается и очень быстро, и они об этом не жалеют. Когда приходится сделать выбор, они его делают мгновенно, резко и кардинально. Эти люди умеют делать выбор, это их сильная сторона. Это я вам рассказала о людях, которые реализованы в жизни, либо же стоят на пути своей реализации. Но что нужно, чтобы быть реализованными? А нужно заниматься такими профессиями в жизни, как маркетолог, бизнесмен, любого направления. Также эти люди могут найти себя в сфере шоу-бизнеса или политики.
Но и также эти люди могут быть отличными работниками секретных служб, потому что ясность мышления, быстрый выбор, трудолюбие, коммуникации — это их сильная сторона. Если вы находитесь в своей сфере деятельности сейчас, значит вы на пути своей реализации и вы внутри уже своей реализации. Если же каким-то образом вы прошли мимо этой деятельности, значит обязательно пересмотрите еще раз все эти варианты деятельности и выберите себе что-либо, хотя бы в плане хобби, и включите свою реализацию в своей жизни. Потому что черты характера у людей, которые не реализованы, они постоянно могут менять партнеров, они могут быть не уверены в себе, не уверены в тех людях, которые вокруг них, они могут не доверять им. Иногда могут сами обманывать окружающих, фантазировать, выдумывать то, чего на самом деле нету. И это касается тех людей, которые не стоят на пути своей реализации. Поэтому, если вы хотите измениться, если вы хотите наладить свою личную жизнь, улучшить финансовое положение, убрать какие-то негативные свои черты характера, свои или людей, которых вы знаете, рожденные в эти числа, обязательно займитесь или рекомендуйте своим знакомым заняться любой деятельностью для реализации ту, которую я сказала вам ранее. Надеюсь, вы меня услышали, надеюсь, моя информация была для вас полезна. Напоминаю, подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, мне приятно очень, пишите комментарии, я вам всегда отвечу. И до новых встреч!